Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Последний месяц осени, уже на пороге. Вот как раз на этой неделе встречается второй и третий месяц этой самой осени, и уже скоро зима. Время просто мчится. Ну, давайте мы узнаем в разрезе недели, что нам подскажут карты, хотя будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, о каких-то тонкостях, нюансах. А мы ведь все разные. Но я так надеюсь, что мы с вами, как и проведем приятное время, и определенные подсказки вы для себя все-таки увидите. Или слушая то, что я говорю, глядя на метафорические образы карт, свою ситуацию на пару шагов вперед сможете просчитать. Первую карту, которую мы с вами достанем, будет важное событие, или что важно знать на неделе, чем придется, может быть, заниматься, или в каких энергиях быть. Неожиданности. Чему сейчас не время, или что может помешать? Что будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, мы чему-то не придаем значения. Или от нас скрывают. Посмотрим энергии, дела, работа, бизнес. Что по денежным энергиям в личной жизни. Давайте перемешаем и достанем карту «Совет». Подытожим наш расклад. Итак, важное событие. Ничто не будет как раньше, карта трансформации. И по трансформации это всегда, знаете, как мы словно исследуем непознанную землю без карты. Или, ну так, в сумерках идем. Как будто идти вперед придется, но вот больше одного шага за раз делать точно не стоит, потому что обстановка не ясна. Что-то просчитать наперед невозможно. Предвидеть как будто тоже. И это старший аркан. Когда это выпадает, мы как будто находимся, ну, во власти либо обстоятельств, либо мы зависим от каких-то новостей или обстановки в целом, которая вокруг вас складывается. Но по этой карте пути отступления уже как будто нет. Или какие-то старые прежние шаблоны, они уже не сработают. Решая тот или иной вопрос, придется новые методы какие-то искать, по-новому, может быть, договариваться. Или грани сотрудничества, тоже с каким-то новым подсмыслом, подтекстом. Что-то вот придется менять. Может быть, опять же, у кого-то это сопряжено, как меняется руководство на работе, или вы сами собираетесь куда-то переезжать. То есть элемент обновления, он присутствует. Но просчитать, опять же, как проиграется наше взаимодействие, мы не можем. Какая роль как будто нам будет отведена с учетом всех в дальнейшем развивающихся событий, тоже вот это определить невозможно. Поэтому нам и говорят, не делай больше одного шага за раз. Что-то сделал, осмотрись. Мы не торопимся никуда на этой неделе точно. Неожиданности. Мои дорогие водолеи, ну тут вы как под защитой высших сил. Ангел-хранитель вам буквально трубит о возрождении. Забудь все, что было. И каково бы это прошлое не было тяжело, или оно деструктивно, или с чем-то вы не могли согласиться, но это уже просто в контексте было. А теперь эта карта возрождения, это новые возможности увидеть как-то по-другому ситуацию, а вы как раз из области рационального, вы умеете мыслить нестандартно. И вот, видимо, ваша такая особенность. Она для вас же самих будет востребована. Но самое главное, не повторить какой-то печальный опыт, не пытаться искусственно что-то удержать. Отпускай все то, что уходит. Вот нам об этом говорят. И встречай какие-то новые возможности, новых людей. Быть, знаете, очень чуткому, наверное, в этот период времени, это не совсем, наверное, на неделю всегда старший аркан проигрывается недели 2-3. Или каким-то образом на нас эти события еще продолжают влиять. Это не так быстро все отстраивается. И здесь просто прошлого, посмотрите, как будто оно закончилось. Все.
И вам сейчас дается период себя словно перестроить совершенно в другом ключе. Это будет касаться где-то как отношения по работе. Не обязательно вы меняете работу, хотя по этим двум картам кто-то сферу деятельности может менять или задумается об этом. Но это может быть, как, например, если вы творчеством занимаетесь, вы можете направление в творчестве поменять. Или вас заинтересует метод какой-то, смотря опять же, что это. С какими-то элементами обновлений все равно это мы столкнемся. То же самое может касаться взаимоотношений. За этот период мы изменились, наши коллеги по работе, у каждого там свои какие-то личные проблемы, их это тоже меняет. Поэтому мы, наверное, все то, что вот вас окружает, как и люди, так и обстоятельства, это уже идет в каком-то новом ключе, в какой-то новой совершенно тональности. И поэтому нам придется отработать новые методы. И быть очень чутким к тому, что мы встречаем. Мы сказали возможности, да, ангел трубит, и как будто мы под охраной. Так вот, знаете, возможности порой к нам приходят каким-то кривым и дурацким способом. Вот, ну правда, мы представляем себе, ну, где-то идеализируем, что если возможности появятся, то вот это должно быть вот именно вот в такой последовательности, но никак не иначе. А иногда начинается с какого-то пустяка. И мы ведь не придаем это значение и упускаем. Вот вам упустить ничего нельзя. Чему сейчас не время? Ну, по двойке пентаклей это у нас игра какая-то, да. Двойка пентаклей это жонглер изображен, который жонглирует этими пентаклями и где-то ловко подстраивается, манипулирует, или ловко, может быть, где-то готов под ту ситуацию, которая сложилась, провзаимодействовать. Эта карта ничего серьезного не предвещает в позиции. Она прекрасна сама по себе, потому что она говорит ничто так непостоянно, как перемены. Но, видимо, не для вас, мои дорогие. Вот какие-то перемены кульминационные, они как будто происходят. Но это не есть какие-то мелочи, когда мы можем себе позволить двойную игру вести. Здесь скорее притормозить, если для нас что-то непонятно, нежели встрять в какое-то дело, потом героически выбираться или пытаться манипулировать людьми. Вот, наверное, это тоже. Вот тут нам явно это не поможет. Или нам что-то впоследствии могут припомнить. Или, глядишь, заиграемся, кому-то что-то пообещаем. А у нас у самих еще пока такая непонятная обстановка. Мы сами еще как будто не знаем, как то или иное событие повлияет на нашу жизнь. А к этому времени какое мы примем решение, мы ведь тоже вот не можем предугадать, просчитать. Может быть, поэтому и где-то не время к чему-то относиться легко. По этой карте это карта легкости в первую очередь, спонтанности, где-то, но без ответственности, когда мы не особо заморачиваемся, но этому не время. То есть нужно правильно оценивать обстановку. А что нас радует, что нам помогает, но вообще вдохновение. То есть вот этот вот процесс преображения вы будете испытывать какой-то, знаете, душевный, может быть, полет, эмоциональный, когда вам будет что-то нравиться, вам захочется именно определенно чем-то заниматься. Вот где вам сердце подсказывает, вот как будто интересна тема в работе, тема в творчестве, тема в бизнесе, тема в отношениях, вот как будто вам в это направление. Потому что мы всегда должны делать только то, что нам, безусловно, нравится. Хоть это работа, хоть это мы говорим про людей, которые для нас интересны. По этой карте само по себе хорошее настроение нам будет помогать и где-то воодушевление, несмотря на то, что серьезные карты. Быть открытым миром, наверное, нам это в целом помогает. Дела, работа, бизнес. А вот здесь про образ Юдифи, но это королева мечей. Мечи – это интеллект, это ум, это как раз воздушный знак, это вы, мои дорогие водолеи. И здесь мы не должны с чем-то просчитаться. Первое. Абсолютно точно никто не должен знать о наших планах. Мы не должны проболтаться раньше времени. Но и с другой стороны, мы не должны себя поставить под удар. На карте изображена прекрасная королева. И птицы, которые вокруг нее летают, это
много информации, много новостей будет, может быть, за эту неделю. И вот посмотрите, одна птичка опустилась критично низко и подлетела к кошке. Она не видит в кошке опасности. А мы не можем такого себе позволить. Мы знаем, что мы не птички, и кошка это достаточно опасный зверь, который может быстро, молниеносно нападать, и когти его смертельно опасны. Ну, вот так вот немножко утрируя, чтобы вы поняли о том, что просчитаться мы точно не должны, подвергнуть себя риску или из-за легкомысленных поступков поставить опять же себя как будто под удар или под какую-то меру ответственности. Поэтому просчет, хладнокровие по этой карте, пусть не в этой колоде, идет прообраз Юдифи, которая отрезала, уже отрезала, так отрезала. Я надеюсь, все знают этот библейский исторический факт. Кто не знает, можете найти в интернете. Я уже не останавливаюсь. Но что ей помогло? Что никто не знал, куда она пошла, что она собирается делать. А она просчитала все до деталей мельчайших. И поэтому эта победа у нее произошла. Вот будьте где-то в таких же энергиях, как будто нам напрямую об этом говорят. Что по финансам? У кого-то смена способов заработка. Вообще тройка жезлов – это всегда уверенность. И когда у вас все под контролем. Но, видимо, как, может быть, даже на старом прежнем месте работы для вас перспективы появляются. Или сделать карьеру, или, в принципе, больше заработать. Либо для кого-то из вас это может быть как релокация офиса, например, смотря чем вы занимаетесь. Или вы можете рассматривать вдруг даже, да, если прежде вы не думали, работу, связанную с командировками. Вы смотрите в перспективу по финансам. И здесь и карта нам говорит, смотри наперед, не совсем одним днем. И, наверное, к окружению нужно также относиться, на кого я могу понадеяться, положиться, кто человек надежный. У вас не должно быть того, что похоже на какую-то игру. Или, опять же, безответственность, легкость. Когда одним днем вот этому сейчас не время. Тут что-то серьезно важное для вас на далекий период может закладываться. И это не обязательно эта неделя, повторюсь. Это может быть и последующие 2-3, вот такой период. Но это карта, когда у вас все под контролем. И финансы держать под контролем. А тут как раз с учетом того, что корабль как будто, да, на заднем плане, и человек стоит, его ждет. Он уже повернулся спиной к прошлому. Обратите внимание, он нам со спины показан. Но он еще не торопится на корабль, он как будто прицеливается, обдумывает. На этом я поеду или следующего подожду. Корабль – один из символов Меркурия. А Меркурий, как известно, у нас отвечает за информацию, это где-то за торговлю, за все, что связано с интернетом, за все, что связано с дистанцией и по времени, если мы говорим, почему про прогресс на далекое будущее, так и где-то по расстояниям. У кого-то может быть как вот смена работы, смена сферы деятельности или куда-то еще и переезд. Но какие-то новые дали, новые возможности, безусловно. Они у вас словно появляются. Или это появляется в вашем сознании. Вы что-то можете просчитать как инсайт и уделить этому внимание. Почему важно? Потому что карта трансформации уже говорит, не будут какие-то процессы прежними, а что-то будет меняться. Что в личной жизни, мои дорогие водолеи, что-то как-то у вас многовато таких серьезных карт на эту неделю. Двойка мечей – это когда мы куда-то шли, вот мы пришли. Это как впереди какая-то стена, нам только либо налево, либо направо. И надо выбрать. Но обстановка, посмотрите, мечи как будто скрещены. И луна. Пока сложно определиться, потому что действительно сумерки. У кого-то ситуация сопряжена, может быть, с вашей личной историей, может быть, и между двумя партнерами есть выбор. Или когда мы должны принять какое-то соломоново решение. Может быть, это все сферы жизни, мои дорогие. Все же по 13-му аркану часто бывает так, что все в один Гордиев узел переплелось, и попробуй ты с этим разберись. И что это у вас будет? Либо Соломоново решение, либо разрубать этот Гордиев узел. Наверное, у каждого как-то по-своему. Но это карта выбора и развилки.
Вот на какой-то развилке. Не обязательно это про любовь, не обязательно, не обязательно, точнее, это про личную жизнь. Это ваша личность просто, вот как будто в моменте перехода. Много философии, но карты таковы. Совет от карт. Сохранять деньги. Деньги как будто будут, но нам тут и по тройке жезлов это сказали. Может быть, вообще больше уделять всему тому внимание, значение, как повторюсь, людям надежным, сохранение какого-то статуса, благополучия, жилья. Может быть, не время пока, вот когда с легкостью от чего-то как будто поиграть или отказаться, или попробовать себя в новом деле, а потом бросить. Здесь более такое какое-то основательное отношение ко всем сферам жизни и к собственному благополучию, мои дорогие. Может быть, к собственной семье. Все зависит от того, что придет на порог. Но какие-то изменения определенно будут. Ну, благополучие – это как раз у вас финансовая составляющая на неделе, вы остаетесь довольными. Но, видимо, как это приумножить, как этим воспользоваться, что делать дальше, какие себе тезис-планы составить. Вот где-то такие вопросы. И оценка ситуации в целом, вот как будто глобально. Что теперь и куда дальше. Что скрыто? У кого-то может быть, опять мечи у нас говорят, по этой карте есть такое значение в колоде Таро иллюминатов «Бунтарь без причины». И правда, мы можем столкнуться с таким человеком, который нам что-то доказывает или пытается нас уговорить на какое-то дело, чтобы мы согласились участвовать, или потратить деньги, почему нет, или приняли его точку зрения. По этой карте существует только один плюс момент, когда мы ищем, лично мы ищем какую-то информацию, потому что мы должны до истины словно докопаться. Есть много мнений, но вот существует правда как будто одна. И разными путями мы можем ее искать. У кого-то это может быть сопряжено, кстати, с консультацией юристов, например, или узких специалистов, смотря чего касается дела. И мы разберемся по любому вопросу, причем в таких спокойных, хладнокровных энергиях. Но если это именно касается, когда в нашу жизнь вот врывается что-то, да, ведь это по карте может быть у кого-то из вас, вполне вероятно, как, знаете, проверяющий на работе, правда, такое может проиграться. И причем или просто человек, но какой-либо, да, с которым приходится контактировать, но не знаешь, что ожидать от этого человека. Он какой-то тоже зыбко непонятный, и поэтому по этой карте идет как бы совет сразу: отступи полшага назад, как будто не связывайся, не подставляй опять же себя под удар, не пытайся никому ничего доказать по этой карте, потому что все разойдутся при своих мнениях, но осадок останется. А в последующем как будто мы можем, вот вас могут втянуть в какое-то дело, а потом вы будете словно один на один с какой-то проблемой, ее придется как-то решать. Вот под удар мы себя, повторяюсь в очередной раз, но карт у вас несколько таких. Мы не должны себя поставить. Принять просто где-то ангел, довериться пространству с одной стороны, в хорошем смысле. А что такое довериться пространству? Это когда мы свое где-то эго на первый план не ставим, а сначала наблюдаем, в какую сторону разворачиваются события. Или если вопрос касается человека, мы за человеком наблюдаем, как он себя проявит. Как далеко он собрался зайти, например, или на что он готов. Либо это пустой пафос, либо это что-то более серьезное. Вот как будто пока нужно разобраться и вместе с тем сохранять все то, что у вас есть, и не подвергать себя риску. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Позиция-то у вас все-таки достаточно сильная, понимаете? И есть то, что вас будет радовать определенно. Но вот обстановка какая-то, она еще пока не определена. Что-то еще будет продолжать отстраиваться, что-то еще будет дальше как будто развиваться. 7 дней – это не такой большой срок. Какие-то в дальнейшем, может быть, придут новости, информация, и постепенно все встанет на свои места и будет более очевидно. Не будет вот этой луны с двумя мечами. Может быть и так. Поэтому какие-то важные решения, ну точно не на этой неделе. Если что-то само проясняется, ну значит так тому и быть. А чтобы мы какой-то вердикт, то, наверное, нет. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.